Всем привет! В этом видео я подробно расскажу, как скачать, установить и настроить архиватор 7-Zip, чтобы он работал максимально удобно. Плюс покажу, как сжимать и распаковывать файлы. Также объясню, в каких случаях стоит использовать формат zip вместо 7-Zip. И почему есть смысл использовать в Windows 11 7-Zip, а не встроенный функционал в проводник. Первым делом переходим по ссылке в описании под этим видео на официальный сайт 7-Zip. Здесь все просто. Если у вас 32-битная версия Windows, скачивайте файл напротив надписи 32 бита x86. Если 64-битная система, выбирайте версию 64 бит x64. У меня Windows 11, она 64-битная. Поэтому я выбираю установочный файл для 64-битной версии и щелкаю по нему. После того, как установочный файл скачается, щелкаем по нему для запуска установки. Теперь давайте запустим 7-Zip. В Windows 11 для этого открываем меню «Пуск», переходим во вкладку «Все приложения», находим папку 7-Zip, заходим в нее и запускаем 7-Zip File Manager. Когда программа откроется, она может быть на английском языке. Чтобы переключить ее на русский или другой нужный язык, в верхнем меню щелкаем Tools, затем Options. Открывается окно настроек. Здесь переходим во вкладку Language, выбираем нужный язык, например, русский, нажимаем «Применить» и ОК. Все, теперь программа полностью на русском языке. Но в контекстном меню русификация может примениться только после перезагрузки компьютера. Теперь давайте научимся архивировать папки. На рабочем столе у меня есть папка с названием «Файлы для архива». В ней лежат разные материалы, документы, фото, музыка, видео и другие файлы. Размер папки 783 мегабайта. Чтобы ее заархивировать в Windows 10, щелкаем по папке правой кнопкой мышки, наводим курсор на пункт 7-Zip и выбираем «Добавить к файлы для архива .7-Zip». Если у вас Windows 11, как у меня, то для вызова старого контекстного меню, как в Windows 10, щелкать по папке правой кнопкой мышки нужно с зажатым шифтом, после чего наводим курсор на пункт 7-Zip и выбираем «Добавить файлы для архива .7-Zip». В этот момент автоматически создается архив в формате 7-Zip. Посмотрите, его размер стал меньше. Правда, в моем случае не сильно, так как у меня большая часть файлов, лежащая в этой папке, и так с сжатием. Если вы будете архивировать папку с текстовыми файлами или другими документами, то результат будет более заметным. Теперь попробуем создать архив в формате zip. Снова открываем полное контекстное меню способом в зависимости от используемой Windows. Наводим на 7-Zip и выбираем «Добавить к файлы для архива .zip». В результате создается архив zip. Очень важный момент. Архив zip можно открывать практически на любом компьютере, без установки дополнительных программ, будь то Windows, macOS или Linux. А вот архив 7Z открывается только там, где установлен 7-Zip или аналогичная программа, а также в Windows 11, начиная с 23H2. Так что если вы планируете передавать архив другим людям или переносить его на другой компьютер, лучше использовать формат zip. Тем не менее, формат 7Z лучше подходит для личного хранения данных. Так нужно максимально сжать размер файла. В среднем 7Z архивы сжимают лучше, чем zip, особенно для больших и одинаковых файлов. Теперь давайте посмотрим, как создать архив с индивидуальными настройками. Открываем полное контекстное меню, выбираем 7-Zip, добавить к архиву. Откроется окно настроек. Здесь мы можем задать новое имя архива, выбрать место для сохранения, выбрать формат архива. Я рекомендую 7Z, потому что он обеспечивает лучшее сжатие. Уровень сжатия ставим Ultra. Остальные настройки оставляем без изменений. Если хотите защитить архив паролем, заполняете поля, введите пароль и повторите пароль ниже. Это добавит шифрование, и никто без вашего пароля не сможет открыть архив. После всех настроек нажмите ОК. Созданный таким способом архив будет еще меньше по размеру. Теперь давайте научимся распаковывать архивы. Чтобы распаковать архив, щелкните по нему правой кнопкой мышки 7-Zip и выберите один из трех вариантов. Открыть, чтобы просто открыть содержимое архива, извлечь здесь, чтобы распаковать файлы в ту же папку, где лежит архив, или извлечь файлы для архива, чтобы создать отдельную папку с распакованными файлами. Если архив был запаролен, программа попросит ввести пароль. После распаковки размер папки снова станет таким же, как он был изначально, около 783 мегабайт.
При этом, если вы поставите на архив пароль и используете формат сжатия 7Z, то при попытке извлечения файлов из архива через стандартное средство Windows 11 выскочит ошибка, так как на данный момент Windows 11 не умеет с этим работать. То есть для разархивирования архива 7Z с паролем в любом случае нужно установить архиватор 7zip или аналог, поддерживающий это. Zip с паролем опять же нормально работает и без стороннего архиватора. Чтобы сделать работу с архивами еще удобнее, давайте настроим, чтобы файлы 7Z и zip открывались по двойному щелчку через 7zip. Для этого нам нужно запустить 7zip от имени администратора. После запуска открываем меню «Сервис», «Настройки». На вкладке «Система» щелкаем по первому плюсу, потом по второму, после чего «Применить» и «Ок». Теперь, когда вы будете дважды щелкать по архиву, он автоматически будет открываться через 7zip. Теперь давайте разберемся, зачем вообще устанавливать 7zip на Windows 11, если встроенный архиватор теперь тоже умеет работать с форматами zip и 7z. Дело в том, что стандартный проводник Windows 11 хоть и поддерживает базовую работу с архивами, все еще имеет серьезные ограничения. Через него нельзя поставить пароль на архив, нельзя зашифровать содержимое, а также недоступны расширенные функции. При попытке открыть архив 7z с паролем через стандартные средства Windows 11 возникает ошибка. Такие архивы можно открыть только через 7zip или аналогичные программы. А если говорить про более старые версии Windows, то там поддержка формата 7z без стороннего ПО вообще отсутствует. Поэтому даже на современном Windows 11 установка 7zip остается необходимой. Программа дает полный контроль над архивами, увеличивает скорость работы и открывает доступ ко всем возможностям архивации. Небольшое резюме. Формат 7z отлично подходит для личного пользования. Он обеспечивает максимальное сжатие. Но если вы хотите передать архив другому человеку или использовать его на разных устройствах, лучше создать архив в формате zip. Он откроется без проблем на большинстве операционных систем, без необходимости устанавливать дополнительные программы. Если видео было полезным, поддержите его лайком и подпиской на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и до скорых встреч. Пока.